Микулка М6 Classic на M-Logic S905X4, еще и на сертифицированном Android TV. На канале Технозон. Поехали! Привет, друзья! Новиночка, 2021 год, январь на дворе. И вот такая вот новинка прилетела к нам сегодня. Android TV 10 на iMlogic S905X4. Правда, это версия Classic 2/16. И в отличие от Deluxe, она имеет 100 мегабитный LAN-порт и 5 ГГц Wi-Fi. Имеется в виду 802.11ac. Дело в том, что в Deluxe стоит 802.11ax. Вот как-то так. Плюс здесь одинаковые с Deluxe пульты, но на Deluxe у нас будет отдельный обзор. Мы уже ждем наш сэмпл и советую вам подписаться и нажать колокольчик, чтобы это все не пропустить. Очень большой упор делал Микул, когда оформлял коробку. Они прям написали, что здесь есть поддержка AV1 кодека. И AV1 кодек действительно поддерживается в YouTube. По крайней мере, мы смогли его протестировать, и проигрывает он без дропов и без проблем. Что еще интересного сделали в этой коробке? Да сделали практически невероятное для Микула. Они реализовали полный автофреймрейт, при этом реализовали его не через AFRD и не через API от Google, а через вообще свои какие-то моменты. Но это единственная коробка на сертифицированном Android TV, которая клацает YouTube в родном вот этом вот нативном приложении Android TV YouTube. То есть вы смотрите YouTube с автофреймрейтом. При этом автофреймрейт будет работать абсолютно везде. Для этого вам необходимо будет в настроечках вашего экрана выставить просто-напросто HDMI Self-Adaptation на Full Mode. Ну, короче, там есть такой режим, мы его обязательно покажем в настройках. Что еще примечательного? В стоковом проигрывателе у нас поднялся Dolby Atmos. Вот это мы, конечно, честно говоря, немножко подобалдели, но мы на Dolby Atmos ставку не делаем, мы делаем ставку на то, что здесь есть 5.1 звук. Это Dolby Digital Plus, есть DTS 5.1 ядро и есть DTS HD Hi-Res. Да, он действительно есть, мы его тоже вам покажем. Мы на нем свободно проигрывали торренты, мы на нем поиграли IPTV, мы проиграли фильмы с жесткого диска, при этом очень тяжелые фильмы, и у нас не было никаких проблем. Да, плюс еще и знаете, что нас порадовало? Что это новинка на сертификате на Android TV на 10-м. На старте продаж была немножечко дороже, чем $50. То есть однозначно для меня, вот если бы я не зависел от Netflix, взять вот это или Xiaomi Mi Box, то я взял бы однозначно этот TV-бокс. Имеем сертифицированный Android TV, имеем новый процессор, имеем стабильную прошивку, полный автофреймрейт. DRM у нас есть ключи, допустим, для работы каких-то онлайн-стриминговых сервисов, при этом работает с торрентами. Конечно, 100 мегабитный LAN немножко напрягает. Кстати, в Deluxe 1000 мегабитный LAN, и тоже вот ждем Deluxe, но это действительно хороший момент. Wi-Fi здесь 5 ГГц у нас лупил 180 на 190 на 200, но вот 2,4 ГГц модуль показал, откровенно говоря, посредственные результаты, хотя он и показывал 50 на 30, но он плавал. И, в принципе, Микул никогда не славился хорошим модулем 2.4. Да, в принципе, для ТВ-бокса я вообще никогда не советовал 2.4, я советовал всегда 5 ГГц. Также, в отличие от Deluxe-версии, здесь нет у нас SPDIF, здесь у нас есть всего лишь аудио-видео, LAN RJ45 на 100 мегабит, HDMI. У нас есть с вами разъем питания, USB 3, USB 2 и разъем для TF-карт, который, честно говоря, уже пора отправить на свалку историю. В принципе, ссылочки в описании под видео. Переходите, посмотрите на цену, будете очень сильно удивлены, что за такое устройство действительно так мало просят даже на старте продаж. Теперь у нас с вами есть голосовой пульт, это Bluetooth пульт, который у нас с кнопками YouTube, Prime Video и Google Play, он абсолютно правильно работает, у него хорошо работает голосовой поиск. Голосовой поиск у нас работает также через приложение Android TV Remote, и плюс у нас работает полноценно Chromecast, то есть Chromecast у нас абсолютно рабочий. Те, кто ждал, что здесь будет 64-битная система, немножко вас расстрою, 64 бит нет, он работает в 32-битном режиме, но я подозреваю, что, скорее всего, с переходом на Android 11, а она получит апдейт Android 11 по аналогии, допустим, с Микулка M9 и Микулка M3, например, Микулка M9 стартовал с 8-го Android и дошел до 10-го, именно Android TV 10-го, то в Микулах этой серии будет переход на Android 11 на 64-битную структуру и, скорее всего, уже на Google TV, хотя я здесь не уверен насчет Google TV.
Что ж, ребят, подписываемся, нажимаем колокольчик. Я уже много всего наговорил, пора уже вам все это показать на тестах, на расширенных тестах. Но... А также вам, я думаю, стоит подписаться, потому что вы пропустите розыгрыш. А знаете, чего вы пропустите розыгрыш? А ну дайте мне, пожалуйста, эту плоечку. Вы сейчас поймете, что мы разыгрываем на момент съемки этого видео. На момент съемки этого видео мы разыгрываем вот такую вот PlayStation 5. И для того, чтобы принять участие, вам практически ничего не надо. Надо быть просто-напросто подписчиком нашего канала. И ссылка на условия этого розыгрыша лежит в описании под видео. Но если там даже уже нет этой самой PlayStation 5, то там 100% есть розыгрыш не менее интересный. Обычно мы разыгрываем игровые видеокарты, те же самые PlayStation, возможно, разыграем Xbox летом. Ну, короче, ребят, берем Микул КМ6 Deluxe. Какой Deluxe? Микул КМ6 Classic. Ребят, я уже весь в Deluxe, но Classic советую дождаться резюме, чтобы понять, стоит его покупать или нет. И говорю вам хавабанг, ребята, это же бубульгум. Переходим. Как бы все не ожидали, что Микул перейдет на Google TV, это все тот же Android TV, при этом на базе Android TV 10, но давайте обо всем по порядочку. Все те же самые каналы, которые настраиваются, вы можете убрать, например, те же самые спонсорские каналы, где они у нас здесь рекламные, я имею в виду, мы убрали рекламные каналы и... Будем смотреть дальше. Идем сразу в настройки. Есть несколько интересных моментов. Как мы видим, видите, используйте название, чтобы заработал Chromecast. И с проверки Chromecast мы как раз и начнем. Благо, мой смартфон позволяет транслировать Chromecast в режиме трансляции экрана. Нажимаем «Начать». И режим трансляции экрана заработал. Chromecast у нас работает. Этим порадовал у нас КМ6. Хорошо. Также мы сразу должны с вами, так как это Android TV устройство, протестировать работу Android TV Remote. Значит, что мы с помощью нашего смартфона можем полностью управлять вашим устройством, Android TV устройством. Все, устройство OnePlus подключено. И у нас теперь со смартфона полностью управляется наша приставочка. То есть Android TV Remote сервисы работают. Хорошо, давайте попробуем. Голос. Самый лучший фильм. Голос у нас работает с Android TV Remote. Слушайте, ну все отлично. Давайте я его сейчас отключу. Закрыли приложение и проверим голос также с пульта. Самый лучший фильм тоже отрабатывает неплохо. Так, слушайте, ну, так как мы еще до настроек полностью не дошли, давайте проверим кнопки на пульте, раз мы уже пульта коснулись. YouTube у нас вызывается отлично. Prime Video. Ну, Prime Video, конечно, тоже вызывается. И Google Play у нас тоже вызывается. Кстати, Google Play полезная штука. Зачастую, когда лезешь в Google Play далеко, это неудобно. Интерфейс очень отзывчивый, то есть пользуешься вообще отлично. Поехали дальше. Ну, раздел приложений ничего нового нам не принес. Единственное, что в разделе приложений я советую сразу же идти в приложение, в специальный доступ, в экономию энергии и отключать оптимизацию, например, для того же самого торсерва, чтобы у вас не прерывались торренты. То есть это, знаете, такая себе мера предосторожности. Отключаем экономию энергии для торсерва. Слушайте, отлично. Далее у нас есть пульты и аксессуары и дополнительные настройки. Сразу иду в дополнительные настройки. Там, в общих настройках мы сейчас еще посмотрим. Здесь у нас дисплей. Screen Resolution у нас поддерживает от 480p до 4К 2К SMPTE. Есть и 4К 60 Гц. У нас есть поддержка управления глубиной цвета и есть у нас профили цветности. Вообще приставка изначально работает полностью в HDR. Отключить HDR нет возможности. Я смотрю, что последние сертифицированные устройства почему-то идут именно в таком варианте исполнения. То есть, например, тот же самый Nokia, тот же самый TiVo Stream 4K, и все эти приставки идут вот именно в таком моменте работы. HDMI CIC у меня включается и выключается вместе с телевизором LG с Playback Settings. Вот это вот очень интересное меню. Это у нас автофреймрейт. И автофреймрейт, в отличие от всех, ну вот я вам сейчас буду показывать примеры, в отличие от всех старых Микулов, которые были, он работает абсолютно правильно во всех приложениях. То есть он клацает телевизор в любые разрешения, в любых приложениях. И Микул на текущий момент единственная приставка, которая работает нативно, без каких-либо плюшек. Я имею в виду единственная приставка на сертифицированном Android TV, которая переключает в стоковом Android TV YouTube частоты.
Да, это вот правильно. То есть без всякого Smart YouTube TV, Smart YouTube Next. Вот в нативном YouTube он переключает частоты. Это круто. То есть никто этого в сертифицированном Android не делает. Именно в сертифицированном Android TV. То есть если мы, вы видите все эти примеры, как оно все переключает. Я пока выключу, потому что у меня рекордер сейчас будет прерывать изображение. Аудио output. Проверим аудио, но мы проверим с вами аудио до Atmos. А вот что у нас с Atmos? У нас при работе со стоковым плеером работает Atmos, то есть он поднимается. Здесь есть некоторые форматы звука, о которых мы говорим чуть позже, но Dolby Atmos здесь поддерживается в том числе. Power Key Definition мы можем выбирать действие по кнопке выключения пульта, и картинка, она не регулируется. Есть у нас даже Android Developer Options. Здесь мы можем с вами прочитать эдит нашего телевизора. Здесь у нас сейчас рекордер не поддерживает HDR, и плюс есть поддержка HDCP 2.2. То есть это вот нормальный вариант работы, скажем так. Настройки устройства. В самих настройках устройства, если мы пойдем в обустройстве, мы увидим Mikulka M6, версия Android 10. Хранилище здесь 16 гигабайт. Мы подключили еще расширенный жесткий диск. Мы уже Chromecast с вами протестировали. В принципе, больше ничего в настройках смотреть нам не нужно. Пойдем в AIDA 64. Mikulka M6, iMlogic 2 гигабайта на 16. Версия Bluetooth. У нас Bluetooth есть. Итак, по процессору. Это 4-ядерный Cortex A55 на 4 ядра по 2 ГГц. Это iMlogic S905 X4. И некоторые из вас ждали, что здесь будет стоять 64 бита. Но он работает в 32-битном режиме. Я вам скажу так. При переходе на 11 Android, а он скорее всего получит, это вот по аналогии с Mikulka M3, когда он стартовал на 8, он получил 9, потом получил 10, то есть, вернее, даже Mikulka M9, да, Mikulka M9 стартовал на 8 и получил до 10, то есть он 2 андроида перешагнул, и 9 и 10. Здесь мы тоже, я думаю, получим 11, я думаю, что 64 бита она тоже получит, потому что далее поддержки уже не будет 32-битного режима. За отображение отвечает Mali G31, все тот же самый, здесь есть, конечно, разница, он поддерживает Vulkan более расширенную версию, то есть он поддерживает не Vulkan 1.0, а Vulkan 1.1. За сеть у нас отвечает 5 ГГц модуль, который Connection Speed сейчас написано 434 мегабита. Будем пробовать реальную скорость. По Android, версия Android 10, 29 уровень API. В принципе, что тут больше нам смотреть нечего. К температурным датчикам доступа нет по условиям сертификации. И по кодекам, давайте посмотрим, что у нас там по кодекам показывают. Так, в Android Amlogic есть VP9 on 2, то есть AV1, все, вот он, AV1 есть, мы наконец-то с вами уже можем получить интересные моменты. Также мы должны с вами заглянуть в DRM-Info, так как это сертифицированный Android. DRM-Info — это программа, которая нам рассказывает о тех сертификатах, которые есть на данную приставку. Это iMlogic, мы видим с вами билд, видим с вами SDK, поддерживаемые декодеры. Здесь просто-напросто описываются какие-то декодеры, он поддерживает. И пошло дальше. CTS Profile Match поддерживается, CNC ClearKey поддерживается. Есть у нас Google Widevine L1, тоже поддерживается. И Microsoft PlayReady DRM, то есть вы здесь можете поднимать те стриминговые сервисы, которые требуют DRM-защиту для того, чтобы показывать абсолютно весь контент. То есть то, что здесь поддержка HDCP 2.2, то здесь вот есть шанс на то, что вы будете получать максимум удовольствия от стриминговых сервисов. Насчет Netflix, который вы здесь можете видеть, Netflix в чистом виде не поддерживает, но это не значит, что вы здесь не сможете смотреть Netflix. Черный Netflix, в отличие от старых Микулов, здесь работает. Некоторые из вас спросят, что же с AFRD. Я специально установил AFRD, я покажу вам, что он не работает, потому что нет root прав, и пока что здесь не предвидится, хотя по аналогии с Mikulka M3 у нас, скорее всего, появятся root права, умельцы сделают, но я его сразу удаляю, потому что у нас здесь полный автофреймрейт, он вообще здесь, этот AFRD, не нужен. Здесь работает автофреймрейт и так. Стартуем спид-тест, это наш следующий тест, и тестируем
5 ГГц Wi-Fi. Сейчас мы подключены к роутеру Xiaomi AX 3600. Скорость, которую он показывает, 180 мегабит на загрузку, 100, почти 200 на выгрузку, даже перешагнули 200. Это неплохие показатели, это не лучшие. И, конечно же, я думаю, что в Deluxe версии этого самого KM6 будет все намного ярче, потому что там будет уже AX модуль, и мы ждем обязательно этот KM6 Deluxe на обзор. Давайте попробуем на кинетиках 5G у нас модуль. Специально сейчас пробую на разных роутерах, чтобы максимально потом закрыть вопрос с тем, что начинают говорить, а вот у меня не работает. Ребят, мы пробуем на 2 роутерах, и 2 роутера должны показать какие-то нам результаты. Мы вам говорим результаты, которые мы получили. На кинетике Ультра мы получили примерно такой же результат, 172 на загрузку, и я думаю, что будет то же самое, 180-190 на выгрузку. Ну, примерно такие же показатели. Хорошо, на 2.4 переходим. Тестируем 2.4 ГГц. И давай. Получаем ни много ни мало, ну, среднячковый результат. 30 мегабит между 30 и 50. Ну, как-то так. Вообще, на самом деле, любой ТВ-бокс не сильно-то любит 2.4 ГГц. Видите, как он пляшет, потому что у меня здесь очень много 2.4 роутеров в округе, и постоянно вот это вот теряется сигнал. Ну, мы видим, как видим. То есть 2.4 среднячковый. Реально, я не скажу, что это хороший модуль, это средний результат, достаточно нормальный средний результат. И тестируем с вами LAN RJ45. Подключаем LAN RJ45, стартуем. Ну и получаем стандартные значения для 100 мегабитного LAN. Это с 94 на 90, 93-94 тоже должно быть. Что нам еще остается из системщины проверить? Можно было бы сделать тротлинг-тест, но не вижу смысла, так как нет доступа к датчикам температуры. Единственное, мы можем посмотреть на то, заваливает ли 2 ГГц или нет. Ну, можем попробовать. Давайте стартанем тест и посмотрим на именно сами по себе частоты. То есть, если у нас в течение тротлинг-теста частоты не будут падать, то мы не будем на это обращать даже внимания. Ну, смотрите, тест у нас уже идет достаточно долгое время, ничего не колышется. То есть, если я сейчас возьму аэромышь, я вам покажу, о чем идет речь. То есть 2 ГГц как держала, так и держит, поэтому вот я почему вообще не вижу смысла делать тротлинг-тест на сертифицированных Android TV устройствах. Потому что там тупо нету доступа к датчикам, и это работать у вас не будет. То есть он изначально тротлить не должен по условиям сертификации. Хорошо, переходим к оценке мультимедийных возможностей. А вообще, смотрите, знаете, в чем тут фишка интересная? Я сейчас отключу жесткий диск и подключу его заново. Знаете, как здесь классно сделали? То есть мы воткнули жесткий диск, у нас появляется такая штука, то есть раз там обнаружено внешнее хранилище. Вот прикольно, да, вы можете выбрать, что вы хотите, либо открыть файл менеджер, либо это будет APK, он просканирует, или больше не показывать. То есть я выбираю файл менеджер, удобно вообще сделали, классно. Давайте идем, нам необходимо сейчас проверить возможность проигрывания очень тяжелых фильмов. А это такие тяжелые, тут мы видим 68 гигов, ну давайте Gemini Man. Проиграем, ну для начала через стоковый проигрыватель, для того, чтобы понять, насколько он справляется с 4К 60 FPS фильмами. При этом он проигрывается еще и в Dolby Digital, вообще отлично. Вообще отлично, ну, он справляется с этим без проблем. Слушайте, ну мне нравится, давайте включим там другой какой-нибудь фильм, посмотрим. То есть фактически он спокойно справляется с любым фильмом, тяжелым фильмом с жесткого диска. То есть тут как бы мы не можем ничего предъявить. Давайте попробуем с вами аудиоформаты протестить. То, что у нас есть Dolby Atmos, мы это с вами поняли, да? Давайте пробуем Dolby Digital Plus через стоковый проигрыватель. То есть здесь по условиям сертификации у нас, вот смотрите, Dolby Digital Plus есть у нас, Dolby True HD нет, если проигрывать через сток, то есть декодировать он его не будет, но в режиме Pass-Through он его, нет, как простой Dolby Digital, вообще отлично, он его транскодировал в простой Dolby Digital. DTS HD 5.1 ядро, смотрим, у нас есть, и DTS HD Hi-Res, давайте через простую галерею, DTS HD Hi-Res,
в простой галерее, как простой DTS, а в режиме pass-through, например, через тот же VLC мы с вами получим DTS HD High-Res. То есть в режиме pass-through у нас есть DTS HD High-Res. Суперово. По тестам мультимедийки с жесткого диска мы закончили. Переходим в YouTube. Начинаем мы с AV1 ролика, который есть в YouTube. И давай, стартанешь. Стартанул. Но AV1 ли это? Давайте смотрим на то, что у нас сейчас 4К. И смотрим. Да, AV1, пожалуйста, он проигрывает в AV1 кодеке. Все отлично, 4К, без дропов. Поэтому, ну, браво. Микул смог первым. У меня вопросов нет. У меня действительно вопросов нет. Я эти ролики уже дома смотрел, когда тестировал его в течение 2 дней, этот Микул. И у меня по 14 тысяч, по 15, по 20 тысяч фреймов и ни одного дропа не было. Именно в AV1 кодеке. Отлично. Плюс, если мы сейчас с вами посмотрим, допустим, на моем канале HDR ролики, то... у меня сейчас не подключен, получается, HDR рекордер, он 4К 60 FPS в HDR воспроизводит идеально. То есть вот вы сейчас опять же видите вторую картинку, где у нас есть подтверждение того, что он в HDR декодирует отлично, именно VP 9.2. Поэтому с YouTube у нас здесь более чем прекрасно. При этом еще и переключает автофреймрейт в вот этом стандартном YouTube. То есть фактически они подстегивают к тому, что мне не нужен SmartTube Next. У меня автофреймрейт и здесь работает. Я просто-напросто использую YouTube Premium и получаю максимум кайфа. То, что я вам говорил про Netflix, то да, нативный Netflix здесь не работает, ибо нет сертификации. Но здесь есть черный Netflix. Черный Netflix можно установить из Aptoide. Он будет работать, конечно же, не в 4К, не в 1080p и без какого-либо суперового звука, но он будет показывать в достаточно таком себе усредненном, среднячковом качестве, но при этом вам понадобится аэромышь. По-другому это работать не будет. То есть вам нужна будет аэромышь, качество, ну такое себе, знаете, либо 576p, либо HD. То есть Full HD и Ultra HD 4K не будет. Хотя это работает, вот действительно работает. С IPTV у меня тоже не возникло никаких вопросов. Я проигрывал HD каналы, проигрывал 4К каналы. У нас срабатывает опять же автофреймрейт. В IPTV отрабатывает тоже очень даже неплохо. То есть вот я сейчас кручу HD каналы. Использую я Омега ТВ, потому что я живу в Украине. И это один из самых стабильных провайдеров, который еще и другим провайдерам продает трафик. Поэтому ссылочка на Омега ТВ и на промокод Технозон на 100 гривен лежит в описании под видео. Заходите. Просто можете месяц попользоваться бесплатно максимальным пакетом. Это так, чисто мой подарок для вас. Вот Discovery Science HD смотрю. По IPTV тоже вопросов нет. Хорошо, выходим. Еще у меня остается такой вопрос. Это торренты онлайн. С торрентами должно быть здесь все нормально, потому что процессор мощнее. Мы специально сейчас с вами установим последнюю версию сервера. Просматривать торренты онлайн будем через TorServe и будем использовать, ну, например, тот же самый Кинотренд, только версию 4К. И выберем, ну что мы с вами выберем? Давайте вот Ipman есть. Выбираем торрент на 44 гигабайта. Выбираем добавить и играть. Пошел набор пиров 2 мегабита, 4,9, вернее мегабайта, 5,6 мегабайт в секунду. Выберу Vimeo Media Player. И у нас пошло проигрывание фильма. При этом оно пошло в Dolby PL2 Movie, то есть у нас работает нормально на этом плеере Vimeo в режиме проброса звука, то есть все у нас в Dolby Digital. Мне нравится, слушайте, ну класс. Да пускай играет, я вернусь через некоторое время для того, чтобы посмотреть, когда пройдет уже стартовый буфер и выйдет вот уже на стабильную такую прямую, мы должны с вами понимать, что у нас получится. Слушайте, ну достаточно долго смотрю, никаких ни тормозов, ничего не возникает. Действительно, мощность процессора повыше, дает лучший результат в обработке самого по себе видеопотока через TorServe, потому что для TorServe важна мультипоточность. Так, пробуем сейчас с вами подключить геймпад. Почему? Потому что я хочу проверить кое-какие игровые возможности. Так, геймпад мы подключили через Bluetooth. Будем пробовать
поиграть. Давайте в Asphalt 8 для начала. Там. Я не думаю, что здесь возникнут с этим проблемы, потому что 2-гигагерцовый процессор плюс Mali G31, ну, должно работать. Должно работать и должно работать неплохо. С учетом того, что у нас еще и загружается параллельная игра. Вы видите внизу загрузка, да, это мы в демо-режиме в обучении. То есть у меня как бы вопросов нет. Она работает. Так, нажали, держим. Все отлично работает. Воу. Погнали, слушайте, ну мне нравится. Мне нравится более чем. Я мог бы уже, конечно, проходить резюмировать. Резюме, я вам так скажу. Эта штука реально крутая. Она реально прикольная, мы ее советуем. Если вам нафиг не нужен Netflix, то это намного лучше, чем любой Mi Box, чем, допустим, там какая-то хрень по типу там Mi TV стика из Китая, взять сертифицированный TV Box с полным автофреймрейтом, да еще и с сертифицированным Android TV с 5.1 звуком, ну не каждый может найти такое предложение за столь малые деньги, да еще и на процессоре S905X4 с поддержкой AV1 кодека. Поэтому ссылки в описании, ждем Deluxe, либо он уже есть на канале, если вы смотрите после января 2021 года. Но если нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Bubble и Микул, КМ6 на канале Технозон. Пока!